Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами поговорим об удаче и как сделать эту волшебную, невероятную удачу своим лучшим другом, чтобы она сопутствовала вам в вашей жизни, во всех ваших начинаниях и на каждом вашем пути развития и была с вами во всех сферах, аспектах вашей жизни. Ну что ж, пишем тему «Удача сопутствует мне во всем». Вот, и сейчас мы с вами проделаем упражнение за 2 минуты, думая об этой теме. Удача сопутствует мне во всем. Мы напишем первое, что приходит вам в голову. Я сначала думала спросить вас, что для вас удача, и чтобы вы это написали. Но, пожалуй, все-таки удача сопутствует мне во всем. Что для вас значит эта фраза? Поэтому разогреем наши нейроны, напишем первое, что приходит в голову. Большая просьба, если будут какие-то негативные слова, страшные слова, может быть, нецензурная лексика, не пугаться, все в порядке. Вы скрываете слой за слоем все тайны своего подсознания. Ну что, готовы? Так, 3 секундочки. Поехали. Минута прошла, 1,5 даже. Стоп, время. Посмотрите, пожалуйста, на свои слова, посчитайте их. У меня все темы в жизни актуальны. Считается, что если у вас больше 20 слов, тема для вас актуальна. Если же вам не хватает какого-то количества слов, как было там, например, с темой богатства, да, смотрите больше видео, читайте книги, ходите по магазинам. То есть найдите источники своего вдохновения. Ну что, удача. Что же это такое? Знаете, у меня очень много слов всплыло из разряда смех, детство, беззаботность, радость, везение, улыбка, улыбка, смех. У меня очень часто повторяется радость, улыбка и смех. Такие слова. Следующий момент. Что же такое удача, как ее привлечь, как поймать? Давайте мы с вами попробуем сегодня эту волшебную нашу с вами удачу прочувствовать.
У многих людей с удачей ассоциируется фигурка, ну, то есть форма клевера, четырехлистный клевер. Кто-то верит, что если найти четырехлистный клевер, то тебе всегда будет вести и удача тебе улыбнется. Для начала мы на листе нарисуем такой крестик прямо посередине. Ну, условно говоря, как получится, да, неважно. Вот, я вам скажу, я в жизни ни разу этот клевер не встречала, четырехлистный, хотя на моих глазах прям рядом со мной люди находили этот четырехлистный клевер, буквально у моих ног. Но это не стало каким-то символом того, что у меня нет удачи. Поверьте мне, я удачливее миллиардов людей на этой планете. Ну, если не миллиардов, то миллионов точно. И, по крайней мере, моя уверенность в этом, мое абсолютное доверие вот этой вот удаче, оно меня все-таки везет. Итак, нарисуем наш клевер. Мы нарисовали крестик, и теперь листики можно нарисовать в форме сердечек. Какой получится, какой у вас получится. Это ваша удача. А я вам расскажу сегодня все секреты. Этой восхитительной удачи. Где-то, может быть, он не идеален. Но что такое идеальность? Красота в глазах смотрящего, можно и так сказать. Ну что ж, обведите, если хотите, свой клевер сейчас получше. Мы тоненько рисовали. Вот такой вот у меня получился клевер. Пусть он будет символом удачи, таким неким символом. И символом вашей удачи. Что же такое удача? Давайте разбираться. Ну, удачу хотят все. Люди часто друг другу желают удачи, когда провожают человека перед важным каким-то мероприятием. Желают, чтобы удача улыбнулась. Сейчас округлите, пожалуйста, пересечение, да, чтобы не было у нас острых углов. Как же ее привлечь, чтобы ее вот было больше? Расскажу свою историю. Я очень люблю гулять. Очень. И на моем маршруте для прогулок очень часто встречаются светофоры для пешеходного перехода, чтобы вам перейти дорогу, чтобы зажегся зеленый сигнал, вам нужно нажать на кнопку. Я на эти светофоры, на эти кнопочки ни разу в жизни не нажимала. Я вчера поймала себя на этой мысли, что я, оказывается, ни разу в жизни на эту кнопочку сама не нажимала. Так складываются обстоятельства, что каждый раз, когда я начинаю приближаться к этому светофору, подходит какой-то, и вижу его, соответственно, издалека, приближается какой-то человек, нажимает на кнопочку, и к моменту моего приближения уже именно к пешеходному переходу загорается зеленый свет, и я перехожу дорогу. Классно, здорово. Это классно там 1-2 раза совпадение, но нет, я испытываю это постоянно. Я постоянно испытываю эту радость. Так вот, чтобы удача не покидала вас и всегда была с вами, нужно замечать и накапливать эту удачу. Удача имеет накопительный эффект, но другой вопрос, что если вы ее профукаете в какой-то момент, придется начинать все заново. И чем больше вот таких вот подобных вещей вы замечаете в своей жизни, тем больше удачи вы получаете. Вот так, пока болтала тут, я вам предлагаю прочувствовать этот клевер. Может быть, вспомнить
какую-то сказку, да, я недавно смотрела мультик про удачу. Вот, и там были волшебные лепреконы, у которых были монетки, а на этих монетках изображены четырехлистные клеверы, которые приносили удачу их обладателям. Я вам предлагаю пронейрографировать вашу удачу, ваш символ удачи, четырехлистный клевер, и вывести обязательно линии в поле, в социум, чтобы вот эта вот удача распространялась далеко и широко за пределы клевера и наполняла вашу жизнь. Чем больше удачи вы замечаете и благодарите ее. Бывает, может быть, слышали такое выражение: удача отвернулась. Да не отворачивается она. Она просто идет туда, где ее замечают и где ее благодарят. Поэтому самый верный способ быть удачливым человеком — накапливать эту самую удачу, замечая какие-то мелкие радостные события, замечая все то, что с вами происходит. Например, вы отправились на шопинг, и там была какая-нибудь классная скидка. Но разве это не удача? Удача, потому что ваша там приятельница купила ту или иную вещь в 3 раза дороже. Конечно же, приятно, когда проходят какие-то там акции. Я ни разу за последние лет, наверное, 11, ну да, 11, я ни разу в жизни не искала место для парковки. Каждый раз в своей голове я подъезжаю. Понятное дело, ни разу не искала, потому что я с этим работаю всю жизнь. Понятное дело, это уже привычка, это настолько укоренилось в моем сознании. Посмотрите, какие линии, они плавные, они не повторяют себя. Они просто идут, как облака, может быть, такие воздушные, пушистые. Так вот, по поводу парковки. Каждый раз я работаю со своим желанием, да, припарковаться в самом удачном месте. Мне очень важно, чтобы для меня было место, и я обращаюсь ко Вселенной, прошу ее. Да, и помимо того, вот опять же удача, помимо того, что я обращаюсь ко Вселенной и прошу, я все время проговариваю, что удача сопутствует мне во всем. Соответственно, когда я куда-то подъезжаю, для меня уже всегда есть место. Причем самое лучшее прямо у входа, где я загадала, где я хотела. Ну, максимум мне приходится сделать два круга, и появляется место. Или кто-то уже отъезжает, и я спокойно паркуюсь. И здесь очень важно и поблагодарить Вселенную, и заметить эту удачу, которая вам улыбнулась. Линии мы ведем из центра нашего клевера, из центра, из самого сердца этого клевера, счастливого клевера. Оставаться на волне удачи очень просто. Важно не обращать внимания на какой-то негатив, который вдруг очень хочется заметить. Удача — понятие субъективное, и чем больше вы ее замечаете в своей жизни, чем больше вы настраиваетесь на волну этой удачи, чем больше вы замечаете каких-то моментов, где вам повезло, тем сильнее вы привлекаете эту удачу в свою жизнь, и она действует по накопительной. Накопительная система, можно так сказать. Поэтому сейчас, видите, даже как-то вот нет каких-то там мыслей плохих, хочется думать только о хорошем, какой-то позитив, какая-то внутренняя улыбка. У меня много было
слов, связанных с улыбкой, я вам произносила это. Какие у вас слова пришли? Удача сопутствует мне во всем. И если так посмотреть, то действительно удача сопутствует мне во всем. Насчет удачи. Дело было в далеком, там, whatever, 12-13 год, мне было 25 лет. И мне очень-очень нравилось летать куда-то на выходные. И в те времена можно было, там это около 20 тысяч рублей стоило, я помню, как сейчас, доплатить за перелет бизнес-классом. Но если покупать, соответственно, сразу бизнес, это выходило дороже, и иногда мест не было. Потом кто-то не приходил, и тебе вот так вот везло. И был Новый год, было около там 3-4 утра, и 31 декабря, вот Новый год там через несколько часов. Я помню, как сейчас, я летела в Лондон, я приехала в каком-то там невероятном платье в аэропорт и пыталась доплатить, соответственно, за перелет бизнес-классом. На что мне девушка, в принципе, сказала: знаете, как бы, а вам смысла нет, тут как бы дорого стоит. Я говорю: да ладно, ну мне все равно, сколько оно стоит, дайте мне просто билет в бизнес-класс. И тут подходит, она говорит: да я вам объясняю, вам дорого, дорого будет, долетите так. Я говорю: слушайте, это обычно стоит там 20 тысяч рублей, я хочу лететь бизнес-классом, можно мне, пожалуйста? И тут подходит в этот момент какая-то начальница, веселая, в хорошем настроении, канун Нового года, да, все в предвкушении какого-то праздника, какого-то волшебства. И говорит: а что тут происходит? Ну и сотрудница ей говорит: да девушка хочет лететь бизнес-классом, доплатить за бизнес-класс, я ей объясняю, что сейчас как-то дорого, ну не 20 тысяч рублей стоит, 40. Она говорит: ой, ты посмотри на нее, она такая красивая, а сейчас Новый год. Так, повыси ей класс, это там обошлось какие-то буквально копейки, там 4000 рублей. И вы представляете, я тогда в тот год впервые в жизни летела первым классом. На втором этаже. И она еще говорит: посади ее на второй этаж и спиной. Вы знаете, на меня это так произвело впечатление, ну что кроме миллиардов благодарности можно было сделать, да, там для этого человека. Я до сих пор ее с благодарностью вспоминаю, потому что она тоже, это женщина, которая была просто утром в хорошем настроении, увидела там девочку, которая очень хочет в этот бизнес-класс, вот, просто пожалела меня, я не знаю что, но сам факт. Человек подарил мне волшебство. Она подарила мне сказку, она подарила мне мою мечту. Я даже в мыслях тогда представить не могла, что есть... Ну, я знала, что есть первый класс, но я в мыслях не знала, не могла представить, что я там в Новый год буду лететь первым классом в свой любимый город. Вот такая вот история. И, соответственно, когда вы можете кому-то помочь, что кто-то будет считать невероятной удачей для себя, обязательно это делайте. Когда вы сами являетесь каким-то волшебником, вы накапливаете тем самым силу. Вот рассказала вам про свой первый класс, видимо, давно хотела. Вот, чувствуйте, прям вкладывайте сейчас, когда рисуете, можете повспоминать все свои волшебные события, которые вы считали невероятной удачей, которые происходили с вами в жизни. Это было одно из самых волшебных. Конечно, я считаю невероятной удачей свою семью. Очень большой удачей. Это действительно правда, я всегда к ним так относилась, и я всегда к ним так буду относиться.
Наблюдайте за саморефлексией, что вы чувствуете. Может быть, кто из вас управляет автомобилем, ездит за рулем. В больших городах, на больших улицах, как правило, светофоры идут друг за другом. У них какой-то там алгоритм, что ты, грубо говоря, практически не можешь попасть в поток так, чтобы проехать все сигналы, ну, то есть весь какой-нибудь проспект на зеленый свет. Но есть какая-то доля секунды, что ты в нее попадаешь, и все. И не стоишь каждый раз на светофоре, а просто едешь, да, просто наслаждаешься. И у меня такое тоже часто бывает. Это очень классно, да, это никакие не пробки, ты, ну, разумеется, если нету пробок, ты просто едешь туда, куда тебе надо, и не тратишь время. Это тоже здорово. Разве это не удача? Удача. Про лотереи несколько другое. Вы знаете, да, что шанс выиграть многомиллионный джекпот в лотерею ниже, чем, ну, грубо прозвучит, но правда, шанс выиграть огромный джекпот в лотерею ниже, чем разбиться на самолете. Вот, поэтому, накапливая свою удачу, тоже замечайте все эти сигналы светофора. Обращайте внимание, как быстро к вам приехал курьер, и как быстро вам и легко удалось записаться, я не знаю, там, к вашему мастеру ногтевого сервиса на ту дату, когда вы хотели, хотя у нее в это время, например, переполнено. Обращая внимание на мелочи, кажется, мелочи, они формируют вашу огромную реальность. Повысили на работе, подняли зарплату, выплатили какую-то премию. Огромное количество везений, радостных каких-то событий начнет наполнять вашу жизнь. Прочувствуйте свой клевер, пусть он станет для вас символом волшебства и напоминает вам о том, что удачу нужно накапливать. Это точно так же, как кто из вас, может быть, читал трансерфинг реальности, да? Существуют линии, так называемые линии жизни. Я вам об этом говорила, когда вы там, может быть, кто-то из вас к гадалкам ходил, судьбу свою хотел узнать, те же там цыганки какие-то. Существуют линии жизни в пространстве вариантов, и вот в этом квантовом поле огромное количество вариантов событий. И, соответственно, когда вы приходите в каком-то подавленном состоянии, ну, зачастую вам такое то же самое и скажут, да, или там поселят надежду, потому что есть такое негласное правило, что нужно, чтобы, ну, нельзя напугать человека. Вот. Но, тем не менее, мы сами творцы своей судьбы. И чем больше вы думаете о хорошем, тем больше, ну, с благодарностью вспоминайте, тем больше хорошего с вами случается. Чем больше вы видите, что вы удачливый человек, тем больше удачи происходит с вами в жизни. Чем больше радостных событий вы встречаете, замечаете, благодарите, благодарю тебя, удача, тем больше этого всего с вами происходит. И вы тем самым остаетесь на этих линиях жизни и переходите на еще более лучшие. Но, важное но если вы косячите, можно, ну, это правда, как я вам должна это по-другому сказать. Но если вы косячите, вас перекидывает на другие стороны, на другие линии жизни. И точно так же есть так называемые проверки. Вот пройдете проверку, перейдете на более лучший уровень, линию жизни. Не пройдете, откинут назад. Условно говоря, чему вы научились и как вы стали реагировать на те или иные какие-то там внешние раздражители.
Вот. Начала, восприняла с улыбкой, да, может быть, Вселенная вас от чего-то оберегала, да, и поэтому дала вам возможность опоздать на ту или иную маршрутку, если вы куда-то спешили, или отменили перелет, перенесли. Ситуации бывают разные, я думаю, у вас у самих очень их много в жизни. И вот если вы отреагировали, ну значит так нужно, и пошла дальше жить свою счастливую жизнь, значит все отлично. А если закатала истерику, и когда там, я не знаю, все аэропорты закрыты в метель, а вы пытаетесь там улететь или скандалите с кем-то, еще что-то, конечно, вас перекидывает на намного более худшие просторы. Ну что, мне линий достаточно. Как у вас? Вот он, мой клевер, мне он очень нравится. Посмотрите, удача такая волшебная, такая удивительная. Может быть, вы видите здесь на листе, когда мы сейчас обращались к удаче, благодарили ее, наполняли этот лист различными позитивными событиями, воспоминаниями, где удача нам сопутствовала. Вот действительно прям яркие впечатления я вам рассказала о своей жизни. Может быть, вы видите, где-то у вас появились еще какие-то ресурсы. Вот отмотаете, потом увидите. Я вижу вот здесь вот. Какое-то везение, какая-то удача меня ждет. Что-то произойдет, какие-то ресурсы, какое-то радостное событие. Отмечайте все, что желаете. Что-то еще хорошее, где-то мне еще повезет. И я действительно считаю себя очень везучим человеком. Я считаю, что удача мне сопутствует во всем, я ее все время благодарю. Удивительная история точно так же. Когда я куда-то еду за рулем, я знаю, сколько времени у меня займет дорога без пробок. И мы можем даже там выходить из дома, посмотреть по навигатору, сколько ехать. Там, условно говоря, я знаю, что ехать 15-20 минут, смотрим в навигаторе, ехать 40 минут. Что вы думаете происходит, когда я спускаюсь в гараж, сажусь в автомобиль и выезжаю из гаража на улицу? Пробки рассасываются. И я доезжаю туда, куда мне нужно, за 15-20 минут. Удача? Я считаю, да. Вот здесь вот тоже что-то просится. Она может быть едва заметной. Она такая тонкая, едва уловимая, с нежным ароматом, с нежным таким, нежно приходит, знаете, не то, что прилетает ветка с дерева, нет. А вот посмотри, а вот тебе зеленый сигнал светофора, а вот посмотри, ты помнишь, ты там эту книгу искала, и вот она случайно в магазине встретилась. Различные события в мелочах, в каких-то повседневных делах, может быть. Замечайте это, и чем больше вы это замечаете, тем больше у вас этого происходит в жизни. Поэтому пусть это будет таким талисманом, такой благодарностью моей удачи. И где еще, где еще, где еще, где еще? Знаете, вот тут вот. Вы тоже видите, я думаю. Удача сопутствует мне во всем. Можете проговаривать эту фразу.
Знаете, очень классная практика, я вам много раз говорила, как настроишься на день. Можете проговаривать себе по утрам: удача сопутствует мне во всем. Можете проговаривать: мне сегодня очень повезет. То есть изначально сами вспоминайте о том, что вы желаете. Соответственно, когда вы дарите улыбку этому миру, мир улыбается вам в ответ. Все рассказала. Разговорчивая я у вас. Никак не хочет моя рука останавливаться. Все больше находит удачных случаев. Ну что, я вот так вот все оставлю. Беру цвет. Какой цвет я беру? Конечно же, я зелененький возьму. Архетипирование, разукрашивание, можно сказать, большие фигуры. То есть, как пожелаете. Мне очень хочется взять зеленый. Во-первых, зеленый цвет клевера. Во-вторых, у меня лично зеленый ассоциируется с деньгами. Богатство у меня желтое, а деньги у меня зеленые. И наблюдайте, как меняются ваши ощущения. Очень часто, не часто, но многие говорят, а вот иногда трудно работать с цветом. Когда вам трудно работать с цветом, это говорит о том, что вы не видите смысла, потому что мы сейчас работаем со своим подсознанием, и ваше подсознание для себя сейчас находит варианты, которые не требуют вашего вот личностного такого участия. Оно само все найдет, все события сложит самым лучшим образом. Удача подключится, все поможет, все решится. Объединяйте фигуры. Цвет можно накладывать один на другой. Где-то поярче нажали на карандашик, где-то послабее. И действительно проходитесь по линиям, потому что мы с вами по линиям, да, по пересечениям, мы с вами создаем новые впечатления, мы создаем новые нейронные связи в нашей голове, где не пытаемся, а именно запечатлеваем, что удача сопутствует мне во всем. Если вы вот так обратите внимание поярче, на протяжении дня с вами происходит бесчисленное количество событий, даже если вы сидите дома, никуда не выходя. Вот решила посидеть дома, никуда не выходить один день, все равно происходит огромное количество событий. Включаете телевизор, там идет ваш любимый фильм, включаете радио, играет ваша любимая музыка. И таких примеров можно увидеть миллион. Главное, обращайте на них внимание. Если вы обратите внимание в таких моментах, тогда их станет больше в вашей жизни. Так, хочется мне желтого. А знаете, мне хочется желтым сразу мои какие-то счастливые события, которые меня ждут, где с удачей, с радостью выделить. Прям ярко-ярко очень хочется. И хочется, наверное, все. А для меня это важно, я их очень ценю, я ими дорожу, я свою удачу замечаю. Один из моих любимых фильмов с детства был «Красотка». Сейчас просто есть другие фильмы, да, мне нравилась эта сказка,
о прекрасной любви в одном из восхитительнейших городов этой планеты. И что вы думаете? Ну, по сути, фильм 90-х годов. Огромное количество фильмов вышло за это время. И каждый раз, когда ты включаешь телевизор, ну, достаточно огромное изобилие всего, что ты можешь выбрать. Каждый раз, когда включаю телевизор я, идет красотка. Как я это делаю, я не знаю. Где я нахожу такие каналы, я тоже не знаю. Но вот обратите внимание уже по сути, да, вот хочется его тоже отметить. Маленький такой, но... Вот. Радиостанции, играет любимая музыка. Замечайте эти события, благодарите удачу. Чем больше вы... Удача – это энергия. Точно так же, как мы с вами обсуждали, денежная энергия. Да? Энергия всегда сначала идет на хорошее. Всегда. Хотите больше этой энергии? Благодарите. Замечайте. А если вы воспринимаете все как должное, тогда, соответственно, оно не приходит. Зачем я туда пойду? Мне там не особо-то и рады. Вот, и хочется оттенить зелененьким немножко, еще другим цветом. Как у нас удача распространяется? Все таким шлейфом зелененьким идет. Везде удача есть. Удача сопутствует мне во всем. Во все стороны расходится шлейф удачи. На все аспекты моей жизни распространяется. Посмотрите, даже вот за вот этим каким-то ресурсом дальше тоже какая-то удачливая линия идет. Белый тоже цвет, поэтому не обязательно все закрашивать. И везде сопутствует удача. Во всех аспектах вашей жизни. Я зависла на своих мыслях, думаю, где бы еще? Где бы еще? Я все время выискиваю эту удачу. А вот насчет общения вам хотела сказать с какими-то... Можете назвать их друзьями, можете как-то по-другому обозвать. Не слушайте новости. Точнее как, знаете как, когда вам говорят что-то неприятное, с кем-то произошло, какими словами реагировать мы с вами уже обсуждали, а вот по поводу восприятия близко к сердцу, будьте просто в курсе, но не надо погружаться в какие-то вот негативные восприятия, да, то есть, ну, знаю и знаю. Можете
Если не умеете еще не пропускать через себя, можете запретить людям себе их рассказывать. Знаете, бывают такие, позвонят и пытаются поплакаться в жилетку. По поводу поплакаться в жилетку. Вы меня, конечно, извините, но есть на это профессионалы, психотерапевты, вот им могут идти и плакаться. А вы себя любите. Мы с вами вчера только обсуждали тему любви, вы не мусорное ведро. Вот. Вам нужно, наоборот, выискивать только хорошие новости. Чем больше хороших новостей вы слышите, чем больше вы видите, как кому-то повезло, радуетесь победе человека, тем больше вы настраиваетесь на вот эту вот частоту, волну удачи. Вот такая у меня работа получилась. Что ж, линии поля добавим энергии. Линии поля добавим энергии и, соответственно, фигура фиксации. Зафиксируем наши впечатления. Ну что, я хочу вот так вот вести линию с поля. Не просто так взяла зеленый. Со всех сторон, чтобы мой листик был наполнен удачей. Линия поля может идти по уже существующим линиям, может быть заново созданной. 2, 3, 4, 5, кому сколько нужно. И фиксация. Видите, у меня фиксация сюда пошла. Даже не пришлось примеряться. Где-то что-то. Здесь фигурой фиксации может быть, вы сами понимаете, сам клевер, линия поля, любой ресурс. Округляйте все то, что можно округлить. Ловите свою удачу. Пусть она сопутствует вам во всем, во всех ваших начинаниях, во всех аспектах вашей жизни, на всех этапах вашей жизни. А я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а если вы хотите угостить меня чашечкой кофе или поблагодарить за классный контент, я буду очень рада. Всем классного дня! Пока!